Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, легендарный торт «Дунайские волны». Торт по этому рецепту получается очень сочным, в то же время воздушным, идеально держит форму, как это и должно быть именно в торте «Дунайские волны». Он не должен крошиться, он не должен быть таким рыхлым, как на сметане. Покажу, какие ингредиенты нужно использовать, чтобы добиться именно вот этого результата. Классический рецепт этого торта есть на моем канале, но в этом видео я показываю именно, как сделать вот ту классическую рецептуру более сочной, устойчивой и воздушной в то же время. Итак, для теста нам понадобится 6 яиц среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, 16 грамм ванильного сахара, щепотка соли, 300 грамм сахара я ввожу порциями. Яйца я буду взбивать примерно около 5 минут. Дольше здесь взбивать не имеет смысла. Когда появится вот такая вот пышная побелевшая масса, тогда уже можно прекратить взбивание. То есть здесь не нужна устойчивая масса, как на бисквит. Добавляю туда сейчас 150 мл молока комнатной температуры, 300 грамм размягченного сливочного масла я сейчас взбиваю до пышности примерно 2-3 минуты, в зависимости от качества вашего масла. И добавлять буду сейчас порциями, также уже во взбитую яичную смесь. Каждое добавление масла я сейчас прорабатываю миксером, просто для того, чтобы массы объединились. Таким образом я ввожу все масло. Будет казаться, что смесь расслаивается. Это нормально, это так и должно быть. При введении сухих ингредиентов все опять станет гладким и однородным. Сейчас я просеиваю туда 500 грамм муки и 12 грамм разрыхлителя. Все тесто готовится элементарно, просто и быстро. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать корж я буду при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции. Сейчас, когда я просеяла туда всю муку и разрыхлитель, я просто объединяю все венчиками. Смотрите, какое гладкое ровное тесто получается. Добавляю туда ромовый ароматизатор. Вы же можете добавить пару столовых ложек коньяка. Все это также сейчас прорабатываю просто до однородности, ничего здесь не взбиваем, чтобы тесто не затягивалось. И вот сейчас очень важный момент. Обязательно нужно туда добавить лимонный сок. Через сито вот так вот выжимаю сок одного лимона в это тесто. Вот именно на данном этапе. И тогда вкус у теста будет вот именно влажный, такой очень вкусный. Многое зависит, конечно, от взбивания ингредиентов, от качества сливочного масла здесь. Ни в коем случае не заменяйте здесь сливочное масло на растительное. В этот торт никогда не используется растительное масло. Итак, основное тесто у нас готово. Сейчас я застелила форму 24 на 34 сантиметра прямоугольную, просто бумагой для выпечки. Бока у формы я здесь ничем не смазываю. Тесто с очень хорошим количеством сливочного масла, все будет прекрасно отделяться от этой формы. Сейчас половину теста я выложила в форму, разравниваю, обязательно здесь этот шаг нельзя пропускать, шпателем отставляю пока в сторону. В оставшуюся половину теста я добавляю 20 грамм какао-порошка и 20 миллилитров молока. Ничего здесь не взбиваю, просто перемешиваю. Когда получилась вот такая однородная масса, перекладываю в кондитерский мешок все это шоколадное тесто, потому что из кондитерского мешка гораздо проще отсаживать вот такое небольшое количество теста. На первый взгляд кажется, что его много. На самом деле на такую большую форму достаточно трудно распределять. Если у вас нет кондитерского мешка, возьмите вот для этого шага просто пакет для замораживания продуктов и распределите. И потом разровняйте обязательно шпателем. Обязательно нужно каждый слой разравнивать. Итак, в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия пекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 45 минут. Все будет зависеть от качества вашей духовки, как она у вас печет.
Сейчас 400 грамм свежемороженой вишни, и я использую именно не черешни, а кислой вишни. И располагаю ее вот так вот на тесте, эту вишню. Вы можете брать также свежую вишню, все на ваше усмотрение. Но она должна быть кислой. Вот это вот один из таких ключевых моментов. Можете компот вишневый брать, но не приторный. Вишню слегка прижимаю ладошкой. Убираю сейчас выпекаться и тем временем приготовлю заварную основу для крема. Здесь у меня 750 мл молока. Отправляю на плиту, довожу до кипения. 200 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара, 70 грамм кукурузного крахмала. Все это просто перемешиваю. Добавляю туда 250 мл холодного молока. Все это перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И иду уваривать всю эту смесь на плиту. Вливаю тонкой струйкой сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном варю. Всю эту смесь в горячее уже молоко вливаю. Когда вот пойдут первые признаки кипения, вот такие пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Смесь готова. Переливаю ее сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. Именно не до холодного состояния, а до комнатной температуры. Накрыв пищевой пленкой в контакт, оставляю остывать. А в это время у меня допечется корж. И также 400 грамм сливочного масла я нагрею до комнатной температуры в это время. Итак, корж у меня испекся. Я даю ему полностью остыть. Сейчас в форме. Примерно 45 минут он у меня выпекался. Шпажка выходит сухая и чистая. Дала ему полностью остыть, извлекаю из формы. Аккуратно вытягиваю из-под него пекарскую бумагу. Собирать его буду в этой же форме, ничего здесь не меняю. Вы же можете его собирать в принципе и без формы. Единственное, что проблемы могут быть потом с нанесением глазури. 400 грамм размягченного сливочного масла взбиваю около 5 минут. Я также сократила пропорции масла. На 100 грамм меньше масла я здесь беру от классического рецепта. Остывшую до комнатной температуры заварную основу, вот так по паре столовых ложек, я добавляю к маслу и прорабатываю миксером. Прорабатываю очень быстро. Недолго прорабатываю, чтобы масса у меня не разжижилась. Потому что когда проварен крахмал, вот эта вот пудинговая основа, она может становиться жидкой от длительного взбивания. Обратите на это внимание. Все, здесь я больше ничего не взбиваю долго. Я просто собираю все это со стеночек и со дна миски. Еще раз прорабатываю буквально пару секунд миксером и прекращаю взбивание. Крем готов. Это немецкий пудинговый крем. Очень вкусный, легкий и бюджетный получается. Здесь распределяю весь крем сразу по коржу. Здесь обратите внимание, что я беру двойную порцию крема от классического варианта. То есть здесь крема можно взять вдвое меньше. Я просто люблю, чтобы в торте Donauwelle, то есть Дунайские волны по-немецки переводится, чтобы в нем было побольше крема. Поэтому вы можете брать, как в классическом варианте, в 2 раза меньше крема. Уберу сейчас в холодильник часа на 3. Итак, у меня прошло около 3 часов. Сейчас 100 грамм молочного шоколада я беру и 100 грамм темного шоколада. И сейчас все это я растоплю на водяной бане. Шоколад здесь можно брать разный, совсем молочный, такой, где 30% какао, я брать не советую. Вообще темный берется для этого торта всегда шоколад. Растопила я на водяной бане. Добавляю туда также 2 столовые ложки растительного масла без запаха в эту глазурь. Все это аккуратно сейчас перемешиваю и уже можно сразу же выливать на охлажденный торт. Глазурь здесь вы можете также брать какую-то свою любимую на сливочном масле. На сливках, конечно же, не делается никогда глазурь для этого торта. Все делается вот примерно по той технологии, которую я вам показываю. Часто в Германии используют также кокосовое масло. Еще и очень давно его использовали, потому что этому рецепту более 100 лет. Торт «Дунайские волны» – это, конечно же, классика мирового кондитерского искусства. Во всех странах его знают, готовят и очень любят.
Поэтому ингредиенты здесь использованные, конечно же, соответствуют еще тем реалиям того времени, в которое этот рецепт был создан, то есть более 100 лет назад. Делаем вот такой волнообразный рисунок шпателем. Если у вас нет такого шпателя, чтобы сделать характерный для данного торта рисунок, который, в принципе, символизирует дунайские волны, вы можете взять просто нож для хлеба и нанести этот рисунок. Сейчас уберу буквально на 15-20 минут в холодильник. Глазурь схватилась. И аккуратно извлекаю торт из формы. Сейчас горячим ножом, сухим, я делаю вот такие вот прорезы именно на самой глазури. А потом уже сухим ножом, не горячим, я уже режу сам торт, когда глазурь у меня уже порезана на кусочки. То есть нарезается он превосходно, и в то же время торт получается очень нежным, очень-очень вкусным. Советую приготовить. Вы можете у меня и классический вариант посмотреть на канале. Ссылку я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Торт, который должен, я считаю, попробовать каждый. Торт получился большой, минимум на 20 порций. Его можно разрезать вот в такой форме. Вы же можете убавить вдвое эти ингредиенты и испечь более маленький тортик. И я надеюсь, что это видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.